Сегодня у нас на распаковочке будет детский беговел, двухколесный детский беговел фирмы Lorelei Spider. Мы с вами его сегодня соберем, и я вам пошагово покажу, как, что, куда вкручивать и как его собирать. Доставили его вот в такой красивой коробочке. Коробочка цветная, вся разукрашенная, с различным там описанием. Можете перевернуть, посмотреть. На разных языках идет описание этого замечательного беговела. Беговел поставляется в разобранном состоянии, поэтому мы сегодня с вами его и будем собирать. Да, подчеркну, что это двухколесный бегомел, и рассчитан он от 2 до 4 лет. Максимальной нагрузки где-то 20 килограмм. Ну что ж, приступим к распаковке. Мы открываем коробочку, и первым делом, что мы видим, это инструкцию, какую-то красивую брошюрку. Тактильно очень приятно и глянцевые все листики, очень даже неплохо. В ней мы можем хорошо рассмотреть, в принципе, инструкцию сборки данного беговела. Думаю, никаких проблем не будет, так как тут все подробно, все описано. Помимо инструкции, тут еще, как я понимаю, техника безопасности на разных языках, эксплуатация и т.д. и т.п. В общем, это неинтересно. Ложим обратно и пока откладываем это в сторону и продолжаем дальше распаковывать наш беговел. Да, мы видим здесь еще ключик, вывалился с пакетиков. Ложим его, чтобы не потерять пакетик. Снимаем, в общем, верхнюю крышечку, и нас встречают детали от самого беговела. Первым делом, что мы видим, это колесо. Колесо, конечно, сразу же по ощущению слишком пластиковое. Извините за тавтологию. Покрытие вроде как Ева, но она очень твердая, прям как пластик, поэтому ставим дизлайк, прям дизлайк. Очень твердое покрытие самой покрышки. Мне казалось, она будет намного мягче, но она прям как пластик, как сама основа самого колеса. Это очень плохо. Дальше достаем следующее колесо, да, оно такое же самое, с таким же покрытием, Ева покрытие, но от пластика оно не сильно отличается, и прям такое же твердое. Ну хорошо, что хоть крутится хорошо. Дальше идет колпачок. Колпачок, я как понимаю, это от руля, мы потом будем с этим разбираться. Дальше достаем мы сиденье. Сиденье мы сразу же смотрим. Так, ага. Мягенькое, очень даже неплохое сиденье. Ставим лайк, ага. Это хорошо. Штырь железный и внизу все пластиковое. Ну, это ладно. Главное, что штырь железный. Дальше идет руль. Руль, по ощущению, я вот его сейчас взял, и мне, в принципе, очень удобно и комфортно, и приятно. Главное, что приятно его держать в руках. Он металлический. Все накладки, которые по бокам, они из мягкой резины. Ставим лайк, даже без всяких проблем. Очень мне нравится. Руль хороший. Хорошо, переходим к следующему, к самому главному. Рама. Рама здесь меня немножко, конечно, расстроила. Рама у нас получается каким-то обшита пластиком. Внутри корпуса идет металлический, а сверху обшивка пластиковая. И пластик такой, я вам скажу, не очень качественный. Мне не нравится. Здесь ось прикручена уже для колеса, если я правильно понимаю. Да. Ну и место, куда вставляется руль и сиденье. Все здесь это вставляется. Если хотите, можете почитать, что здесь написано. Какой-то серийный номер, описание и штрих-коды. Если надо, смотрите, ставьте на паузу, читайте. Так, идем дальше. Дальше мы опять какая-то деталь, я так понимаю, тоже для крепления руля. Отложим ее пока в сторону. Так, дальше идет вилка. Вилка также обшита пластиком. Сама вилка, опять же, вся железная. Вы знаете, я вот сейчас щупаю. Металл тут довольно-таки вот твердый и крепкий, поэтому я думаю, что сам каркас очень даже будет и крепкий. Поэтому давайте здесь мы поставим лайк. Поставим палец вверх, потому что очень крепкая конструкция получится, я чувствую. Так, ладно, все, коробочка у нас пустая. Вставляем ее в сторону. И все, что мы видим, это вот они, все детали у вас перед глазами. Все то, что лежало в этой коробке. Теперь давайте приступим к сборке. И первым делом, что мы будем делать, это собирать вилку с колесом. Самое простое, что сейчас можем попробовать сделать. Для этого нам надо взять вилку, взять ключик. Видите, здесь уже прикручена ось. Ее нужно будет каким-то образом отсюда открутить. Для этого вам положили в комплекте ключик. Давайте пробовать откручивать, разбирать вилку. Зажата она не очень крепко, поэтому вполне можно спокойно, без дополнительных инструментов, это все разобрать. Вилка состоит, вернее, ось состоит из втулки и крепящих ее болтами. Болтов, в общем, там болт какой-то с какой-то шайбочкой. Но я думаю, вы тут не запутаетесь. Откручивать можно с любой стороны.
Поэтому где легче будет откручиваться, с той стороны и откручивайте. Ну вот, в общем, я открутил, вот у меня открутилось здесь, я это снял. Вы видите сам болт с шайбой и ось у меня в руке. Никто тут ничего не запутается, не перепутается. По-другому здесь никак ничего не сделаешь, поэтому все просто, все логично. Так, соединяем вилку с колесом. Соединяем, чтобы отверстия сошли. И вставляем ось, вилку через колесо. Закручиваем, собственно, как было все. Закручивается легко, непринужденно. И да, все-таки мы собираем для ребенка, поэтому подожмите, все-таки покрепче зажмите все болты. На само колесо сила зажатия влиять не будет. Оно все равно будет крутиться, так как оно там на подшипниках. Отжимаем болты постепенно, сразу слева, потом справа, по очереди. Дальше берем раму. К раме мы будем устанавливать заднее колесо. Технология вся та же. Все так же, как и с вилкой. Надо открутить ось и поставить колесо. Поэтому давайте берем наш ключик и приступаем к разборке задней оси. Установив заднее колесо, не забываем его немного поджать. Все-таки собираем беговел для ребенка. Поджимаем равномерно, поочередно с каждой стороны. После установки заднего колеса проверяем, чтобы оно крутилось и не лептило. Все отлично. Продолжаем сборку. Следующая на очереди у нас идет установка. Установка передней вилки непосредственно на саму раму. Прежде чем мы начнем соединять две детали вместе, мы должны с вилки убрать верхний колпачок. Это здесь колпачок, чтобы туда не попадал никакой мусор. Поэтому снимаем его и выбрасываем куда-нибудь в сторону, он нам больше не пригодится. Дальше давайте посмотрим, есть ли там какие-нибудь пазики и замки для правильной установки вилки на раму. Я вижу, что с двух сторон там есть замки. Поэтому можно вставлять его любой стороной. Никак по-другому вы там ничего не сделаете. Либо так, либо так. Поэтому спокойно ставим и смотрим. Ага, отлично. Но прежде чем будем ставить, кстати, обратите внимание, чтобы узоры на колесах смотрели в одну сторону. Те, кто педант, те поймут. Для педантов это прям важно. Поэтому я переверну, так как меня это касается. Вот теперь мы видим, что лопасти смотрят на колесах в одну сторону. Теперь я спокоен. Продолжаем сборку руля. Все, теперь нам нужен сейчас будет руль, чтобы это дело все соединить воедино. Для этого давайте найдем фиксатор руля, который мы видели во время распаковки. А вот он, предварительно только открутив оттуда болт и сняв гаечку. И теперь давайте мы должны этот фиксатор совместить на штырь вилки, чтобы оно сошлось с отверстиями. На вилке имеются отверстия, и в крепеже в этом также есть отверстия. Смотрим, чтобы они сошлись. Вот и все, я вижу, отверстия сошлись. Теперь давайте возьмем руль и попытаемся теперь установить руль, надев на него предварительно вот этот вот колпачок, который мы также видели во время распаковки. Это будет у нас как и колпачок, который будет закрывать механизмы крепления, также и замок, чтобы ребенок не мог руль развернуть полностью на 380 градусов. Прежде чем мы приступим к установке руля, обратите внимание, пожалуйста, на изгиб самого руля, чтобы вы его установили правильно. Видите? Здесь есть изгиб, это важно. Ставьте, вот делайте, как делаю я, полностью по моей инструкции, и все будет правильно. Вот видите, изгиб должен быть направлен от ребенка. А верхние ручки должны, наоборот, быть согнуты к ребенку. Это можно будет определить по накладкам, резиновым накладкам на самом руле. Вот таким вот образом нужно будет вам устанавливать руль. Теперь остается нам это все дело соединить вместе, надеть колпачок, вставить руль с колпачком обратно в раму и как следует это все аккуратно зажать тем болтом, который был предварительно установлен на крепеже руля. Не забываем, что мы собираем беговел для ребенка, поэтому тщательно проверяем все крепления, все болты, все поджимаем и зажимаем, чтобы ничего не лептило и не отваливалось. И вот мы видим, что беговел уже практически у нас собран и готов к эксплуатации. Осталось всего лишь установить сиденье и можно уже куда-нибудь ехать. Прежде чем мы будем устанавливать сиденье, мы должны посмотреть. На самой раме также присутствует крепление, которое нам нужно будет немножечко отпустить, чтобы сиденье стало туда хорошо. Берем этот же ключик, который был в комплекте, и немного откручиваем. Полностью откручивать не нужно, достаточно чуть-чуть, чтобы просто свободно было. И теперь смотрим. Обратите внимание, не нужно ставить вот так вот.
переворачиваем и ставим его вот так вот. Сиденье должно быть вот таким вот образом установлено. Я опускаю его в самый низ, у нас ребенок маленький, поэтому все будет на самом низу. И ключиком все аккуратно зажимаем, поджимаем и, конечно же, не забываем поджать все болты, чтобы ничего не люфтило и не болталось. Вот и все, собственно, беговел готов, собран и готов к эксплуатации. Проверяем, чтобы колесики все крутились, чтобы ничего не люфтило, ничего не болталось, и, в принципе, можем отдавать уже на тест-драйв самому ребенку. Все интересующие вас вопросы жду у себя в комментариях. Ну, у меня на этом все. Всем пока!